Всем привет, вы на канале Bodybuilding Russia. Сегодня у нас очередной отзыв на очередной коллаген от польской компании Trek Nutrition. Допили его полностью. Здесь у нас было 350 грамм, то есть пили по 10 грамм в день больше месяца. Вот так вот он выглядит у нас. Здесь у нас мерная ложка, с ней путаница. Отдельное видео есть у нас про мерную ложку. Посмотрите, как замерять. Ну и так, начнем сначала. Так, у нас Trek Nutrition. Много вопросов по поводу этой компании. Нормальная, ненормальная, почему так мало ее где продают и так далее. Trek Nutrition — это у нас польская компания. Основана она в 2001 году. То есть ей, получается, уже более 20 лет. Значит, почему так мало она продается везде? Я уже объяснял об этом в предыдущем ролике. Еще раз объясню. Значит, дело в том, что дистрибьютором Trek Nutrition в России является сеть магазинов спортивного питания 5LB московская. Соответственно, чтобы не спонсировать своих конкурентов, другие магазины спортивного питания не хотят покупать у них Trek Nutrition и ставить его себе на полку. Именно поэтому Trek Nutrition практически нереально нигде найти, особенно в Москве. В регионах, да, он есть. Те владельцы магазинов спортпита, которые не знают, что, по сути, они спонсируют 5LB, то есть своего конкурента, они закупают. Но в основном об этом все знают, поэтому с неудовольствием его все берут, а точнее никто не хочет брать его к себе на полке. Поэтому Trek Nutrition мало где представлен. По сути, неплохая компания, насколько я понял, имеются у них свои производственные мощности, более 20 лет им уже. Но сейчас мы узнаем, насколько хорошие у них продукты, потому что ранее я тоже их продукты не пробовал. Это первый продукт от этой компании Trek Nutrition. Да, кстати, сразу же к вопросу по поводу 5LB. Много людей задает этот вопрос, можно ли покупать что-то в магазинах 5LB. В принципе, сеть магазинов неплохая, покупать можно, но с одной оговоркой. Я никогда не рекомендую ходить туда новичкам. Дело в том, что магазины 5LB завозят некоторые бренды спортивного питания. Вот Trek Nutrition, потом они вроде бы раньше возили SkyTech, потом какие-то жиросжигатели возили. Red Star Labs, всем известная компания, принадлежит им, которая выпускается в России. Хотя они ее раньше позиционировали как Америка, нет, на самом деле это Россия. Поэтому у всех продавцов в сети 5LB стоит определенный план. Продавать только в первую очередь те бренды, которые они завозят сами. Поэтому вы никогда не получите там объективной консультации. Много раз сам видел, когда продавцы, грубо говоря, стоит девушка, видно, что первый раз пришла в их магазин и спрашивает: подскажите, что лучше, Optimum Nutrition или Red Star Labs? И продавец ей говорит: да вы что, Optimum Nutrition, да это вообще говно полное. И, естественно, Red Star Labs берите, российский. Ну, я думаю, вы поняли, да? Также я много раз видел, с какими наборами спортпита оттуда выходят новички из магазина 5LB. Ну, в общем, это все то, что нужно продать в первую очередь. То есть, в первую очередь, если вы туда придете, вам впихнут то, что нужно продать, то, что стоит в плане, то, что с подходящим сроком годности и так далее. В принципе, эта информация не секрет. Вы можете просто в Яндексе набрать отзывы продавцов 5LB или отзывы бывших сотрудников 5LB. И вы это все сами прекрасно увидите. Какие планы ставит руководство продавцам этих магазинов, этой сети. Поэтому покупать там можно, но если вы четко знаете, что вам нужно. Если вы новичок, объективной консультации в магазинах 5LB вы не получите. Скорее всего, вам продадут то, что не очень хорошее, скажем так, не самое лучшее. Вот так вот даже скажем. Итак, мы возвращаемся к нашему коллагену. Коллаген Реновер у нас, значит, содержит он витамин С. Витамин С в коллаген добавляют для лучшего усвоения, чтобы лучше усваивался коллаген. Значит, здесь путаница уже с мерной ложкой. Посмотрите видео, потому что здесь намутил всего производитель. Имейте в виду, что здесь вот так вот отклеивается этикеточка. И здесь у нас есть перевод на русском языке, что, естественно, радует, что производитель позаботился и о нас. Здесь все полностью написано, как употреблять, что и так далее. Значит, по поводу аллергенов хотел сразу сказать, что производитель указывает, что здесь возможно содержание молока, сои, зерна, глютена, яйца,
арахиса и орехов. Это для тех, у кого есть на что-то аллергия. Дальше по составу. Здесь у нас все просто. Гидролизованный коллаген, регулятор кислотности, ароматизатор, витамин С, подсластитель, сукралоза и краситель. Больше ничего. Значит, что можно сказать по поводу этого коллагена? Значит, здесь производитель указывает, что у него гидролизованный коллаген. То есть не указывает, какой именно тип, первый, второй или третий. Как говорят, что типы влияют на то, на что будет действовать коллаген, либо на кожу с волосами, либо на суставы и связки. Здесь этого производитель не указывает. Также я не нашел, из чего сделан этот коллаген. То есть он либо говяжий, либо из рыбы. Тоже не указано. Просто написано, что гидролизованный коллаген. Непонятно какого типа, непонятно из чего сделан. То есть изначально непонятно, для чего его брать. Хотя многие обзорщики у нас на YouTube говорят, что тип вообще не имеет значения. Весь коллаген действует одинаково. Но, судя по нашему опыту приема, съели мы уже несколько банок разных производителей коллагена, все-таки это имеет значение, какой тип брать. Итак, значит, теперь по самому приему коллагена. Принимали, как обычно, в дозировке 10 грамм. Его, в принципе, рекомендуют принимать по 10-15 по 15 грамм весь коллаген. Мы принимали в дозировке 10 грамм. Это вот 2 таких мерных ложки вровень. Здесь вкус вишневый. Тоже особого указания на это нигде нет. Кроме как вот здесь вот рядом со сроком годности написано, что это черри у нас. Я думал, что он вообще будет безвкусовой, а оказалось, что вкусовой. Растворяется он, как и весь коллаген, не совсем полностью. Тоже у нас будет дальше ролик, как принимать. Я там показываю, как он растворяется. Но, в принципе, приноровившись, пить его можно. Вкус достаточно у него насыщенный, но все равно пить можно. То есть никаких проблем особых со вкусом нет. Итак, теперь самое главное по его эффективности. Что можно сказать? Значит, на кожу, волосы и так далее он оказал средний эффект. То есть по эффекту, по моим наблюдениям, это было что-то среднее между самым лучшим коллагеном и самым плохим коллагеном. То есть середнячок. Но самое главное, что мне понравилось, он оказал лечебный эффект на связки. У меня была травма колена, немного повредил при приседаниях, болел долго, месяца 3-4. В течение которых я пил другой коллаген, и ни один коллаген мне не помог. Вот этот коллаген, спустя где-то, в конце уже месяца приема, я заметил, что у меня просто прошло колено. Вот такой вот эффект. То есть вот этот коллаген именно конкретно оказал эффект на суставы и связки. На кожу и волосы и все остальное меньший эффект, но тоже он был виден. Но хороший эффект оказал на суставы и связки. Причем я специально намеренно делаю перерыв между всеми коллагенами, чтобы это не было такого, что принимаешь и накопительный эффект. То есть, чтобы четко понимать, что от какого коллагена какой эффект идет. Был перерыв большой, причем между этим коллагеном и другим. И вот спустя месяц приема этого коллагена у меня практически полностью прошло колено. Я уверен, что если бы я купил вторую банку и принимал вторую банку, то у меня колено бы прошло вообще полностью. То есть прям эффект был четко очевиден. Итого, что можно сказать по этому коллагену? В принципе, это неплохой середнячок, нормальный. Больше рекомендую его брать как раз именно для суставов и связок. На кожу были коллагены получше. У нас будет ссылка на плейлист тесты коллагенов. Можете посмотреть, какой коллаген именно оказал больше влияния на кожу. Этот же коллаген больше оказал влияние на суставы и связки. Поэтому по итогу я его рекомендую. Неплохой такой европейский середнячок. Все с ним нормально, все хорошо. Продукты именно для суставов и связок рекомендуются. Если вы берете для кожи, волос, ногтей и так далее, то были коллагены, которые оказывали более мощный эффект. Смотрите в наших обзорах. Итого по этому продукту все. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Все, всем пока.